Привет, ребят! Мы сейчас находимся уже с вами в Бухаресте. Это Румыния. Итак, мы находимся на одной из главных площадей города. Построил ее Чаушеску еще. Бульвар фонтанов. Итак, погнали посмотрим. Итак, фонтаны же здесь танцующие, так сказать. Уже совсем скоро здесь планируют запустить их под музыку и под световую музыку. Итак, впереди метрах так в 150 уже виднеется парламент. Если говорить о предыстории, то Чаушеску — это румынский диктатор. Был он во времена еще, когда был Советский Союз. И он собирался построить парламент, в котором будет объединены полностью все министерства. Это одно из самых огромнейших административных зданий, которое есть в мире. Оно идет вторым после Пентагона. Что еще довольно-таки интересно, как мне рассказали, то до сих пор это здание недостроенное. Есть комнаты, где до сих пор можно увидеть некоторые недостройки и так далее. Снаружи все уже готово, но вот внутри есть еще до сих пор такие комнаты. Это является одной из самых центральных улиц города, одним из центральных бульваров, как я уже подметил. Тут просто невероятное количество фонтанов. Что еще немаловажно, так это то, что Чаушеску отстраивал полностью весь город. То есть он построил здесь метро, очень много административных зданий, дороги, улицы. По его плану у его страны не должно было быть никаких кредитов. И это он и сделал. Румыния была единственной страной, в которой долгое время не было вообще никаких внешних кредитов. Возможно, были какие-то внутренние. Но при этом голодали люди, то есть свет давали там несколько часов в день. Так же самое было и с водой, и другими благами. Еще вот такого интересного из фактов. Чаушеску собирался сделать этот бульвар одним из самых больших, то есть больше, чем в Франции и где-либо еще. Поэтому действительно большой размах. Вы можете сами, в принципе, в этом убедиться. Находимся, в принципе, на месте. И что я вам скажу, не каждый размер объектива подойдет под эту крошку. Только взгляните. Просто поражают масштабы этой штуки. Как штуки парламента. Кстати, перед тем, как строили данный парламент, тут находились очень старые домики, еще с очень дальних времен. Часть людей имела скот и так далее. И получается так, что Чаушеску приказал снести все здания в округе, дабы построить эту огромную площадь, на которой должны были собираться люди. Там в самом центре должен был быть его балкон, с которого он будет вещать. И люди, которые тут находились, были выселены в другие места. А на этом месте были построены другие дома, которые связаны с политикой и так далее. Давайте глядеть, что это у нас тут. Кстати, как мне еще подсказали, пока здесь танцуют, то если ты хочешь, к примеру, выступить с каким-то своим некоммерческим проектом здесь, то ты можешь подать заявление, и в
если будут какие-то свободные комнаты, то тебе одобрят бесплатное выступление в одном из этих парламентских зданий. То есть, как бы, в одной из этой комнаты ты сможешь провести свою конференцию, либо то, что ты задумал. Смотриваться на танцовщиц, поэтому погнали смотреть, что же есть еще в этом городе. Если чуть-чуть вернуться в то место, откуда мы стартанули, то можно пройти прямо в старый центр города. Именно исторический, поэтому полетели. Ну вот мы и находимся в центре уже, в самом центре. А по мою левую сторону, если я пока еще точно помню, что где лево, где право, это еще одно довольно-таки великолепное здание. Вот, сейчас мы его посмотрим сначала с этой стороны, чуть поближе, а позже перейдем на ту сторону и будем уже любоваться им со стороны. Да, это таки был суд, я только что глянул, там вот есть табличка такая. В общем, еще есть такая одна особенность у Бухареста. Он разделен на сектора, то есть мы сейчас находимся, к примеру, в первом секторе, это центр города. И тут каждый район это отдельный сектор, дистрикт 1 и так далее. Вот мы уже и в самой старой части города. Тут, конечно, довольно-таки много уже разрушенных домов, но сохранились и очень красивые. Итак, давайте же смотреть. Встретите церкви, которые будут в открытом виде, то есть как бы все они находятся в каких-то домах, в каких-то подъездах и так далее. Почему же так? Во-первых, потому что Чаушеску был антирелигиозным человеком, он не хотел рушить многие храмы, но он решил, что он будет их просто закрывать другими домами, которые будут выше, поэтому часть церквей перенесли прям с фундаментом в другие места, подъезды и так далее, а другие просто застроили по всем бокам так, что их не было видно. Так что очень часто, чтобы попасть в какую-то церковь или посмотреть, вам надо будет обойти, зайти в какой-то подъезд, дом. То есть вот в таком стиле вот. Архитектура тут довольно-таки схожа с европейской, то есть мы это уже привыкли видеть в других странах. Но, тем не менее, есть свои особенности и довольно-таки красивые места. В общем, я сейчас нахожусь здесь, и на данный момент уже конец апреля, но жара здесь стоит просто неимоверная. То есть я иду сейчас в футболке, как вы видите, и шортах. Вот, и мне безумно жарко. На улице светит очень сильно солнце, и жара уже невыносимая. Не представляешь себе, что тут бывает летом. Вот еще вот одно из административных зданий. И вот, как я опять и говорил, еще одна церковь, которая находится в окружении больших домов. Притом церкви, надо подметить, здесь довольно-таки древние, и выглядят они просто бомбезно. Вот. Погнали вот туда. Там есть здание, которое похоже чем-то даже, ну, как минимум для меня, на Рейхстаг. Что действительно приятно видеть в плане домов, которые в уже не очень хорошем состоянии, что их сейчас ремонтируют. Конечно, не каждый дом, но тем не менее. Вот сейчас уже более чем час дня, но в центре даже сейчас уже все заведения полны. По ценам могу пока что сказать только то, что здесь явно дороже, чем в Болгарии. Вот, конечно, я особо еще тут ничего не брал и не это, но цены тут чуточку дороже. Итак, ну мы продолжаем гулять по городу. Пока что мы еще не обошли весь старый город. Сначала мы еще немножечко походим и посмотрим, что же здесь есть еще. Здесь есть еще что посмотреть. Вот, и потом выйдем в сторону университета.
триумфальной арке, а также некоторым монументам. Теперь давайте поговорим о интересных фактах и событиях, которые были в Румынии. Первый город с уличным освещением в Европе был в Румынии. Во-вторых, ручка, автоматическая ручка, которую мы сейчас все с вами пишем, была изобретена, конечно, во Франции, но изобретена она была, к удивлению, румынским изобретателем. Ну, а вот, к примеру, еще один вам факт. Изобретателем инсулина являются не, как принято считать, американские ученые, а вот как раз именно румынские. Ну, а микробиологи тут впервые увидели через микроскоп, что нервы живые у человека. Так что тут довольно-таки много умных и образованных людей. Ну вот, как вам я и говорил, снова церкви, которые запрятаны за всеми высокими домами. То есть сейчас вот мы выходим, и она опять находится в довольно-таки закрытом помещении. То есть как бы вокруг дома, и вот как бы тут церковь. Ну а для тех, кто говорил мне, что в Румынии и вообще в Бухаресте достаточно просто увидеть парламент и считаешь, что Бухарест увидел. Скажу вам так, видимо, вы тут вообще не ходили. Возможно, это лично мое мнение, но город очень красивый. Давайте подойдем, посмотрим, как играют историю любви. Кстати, отмечу, что в городе очень много туристов, то есть даже в той же Софии было, к удивлению, гораздо меньше. Не знаю, с чем это связано, но тем не менее. Кстати, да, в городе еще иногда проходят бесплатные и просто обычные пешеходные экскурсии. Вот, их можно найти в интернете, в некоторых приложениях. Вот, таких как Couchsurfing, таких как платформа Facebook с их группами. Вот, есть, конечно, также и платные, но, тем не менее, люди организовывают и бесплатные походы по городу и рассказывают о всей истории. Говорят, в Румынии очень воровитый народ. Вот, например, что вот это за флаг? Это же украинский флаг. Просто они добавили сюда красный цвет, чтобы не подумали, что они плагиатят. То есть, видите, даже украинский флаг этот своровали. Ну, а теперь давайте серьезно. На самом-то деле, румыны довольно-таки добрый народ и отзывчивый, что самое главное. Во-вторых, на самом-то деле цыгане не являются румынами. Это народ, который пошел из Индии. И, соответственно, сейчас они живут здесь. По факту, здесь они воруют не так много, как они воруют в Германии или еще в каких-то других странах. Да, конечно, есть отдельные районы, в которых даже в Бухаресте их просто тьма. Там есть даже подземные города, как мне рассказывали. Но если вы туда не заходите, то все будет окей. Так что, то есть, на каждом шагу есть полиция, которая, как правило, патрулирует город. А красоты и размах некоторых домов просто поражают. То есть центр города просто кишит довольно-таки крупными зданиями. Я думаю, этого уже вполне достаточно о том, чтобы вы поняли, что старый город довольно-таки красивый и имеет в себе довольно-таки интересные здания и местики для фото. Поэтому мы сейчас выходим из старого города. Пройдемся, посмотрим на еще одну достопримечательность. Это Национальный университет данного города. Вот. А также сходим к оперному. Один из главных входов университета с этой стороны. К нему прилегает весь старый центр. Он также украшен вот такими вот скульптурами и не менее привлекательными домами. Вот, в принципе, уже и оперный. На входе нас встречает очень довольно-таки огромный монумент.
Вот. Выполнено он довольно-таки интересно, красиво. Здание очень масштабных размеров. Вот позади есть еще скульптуры. Ну а сейчас мы пройдем с вами и немножечко поучим румынскую историю, которая была не так давно. Нет, мы не отправимся сюда, это не музей, это всего лишь консерватория. Мы идем на Liberty Square, что в переводе с бусурманского значит площадь свободы, либо сквер свободы. Снова еще один пример о том, что все церкви застроены, и Чаушеску всячески пытался застроить все церкви по бокам домами, зданиями, лишь бы церковь видно не было. В общем, мы уже подходим. Впереди мы уже можем увидеть библиотеку и довольно-таки интересные архитектурные здания. Вот. Ну, мы сначала с вами подойдем не на сам сквер свободы, а подойдем и увидим одну интересную штуку, и я вам расскажу предысторию сейчас. В общем, как вы видите, здесь очень много довольно-таки старых архитекторских зданий. Вот. И в центре города запрещено особо изменять их структуру. Что же сделали одни из румынских умельцев? В общем, условие было таковым, что строить можно, но рушить старое здание нельзя. Его можно отреставрировать, но не более. Итак, сейчас же мы посмотрим с вами, что же придумали хитрые румыны. Да, вот так вот пристроили к старой части здания новую. То есть, по факту, они соблюли все условия. Дом остался таким же, как и был. Он ничего не потерял, только окна убрали. И вот на его месте, помимо этого, возвели еще вот такое здание. То есть, это не пристройка сзади, это именно полноценное здание. Ну, а теперь, как я и обещал, вернемся к некоторой истории. Мы сейчас видим монумент погибшим во время революции. Именно здесь, вот это вот парламентские палаты, именно здесь проходила революция в 1989 году. Люди свергали тогда диктатора Чаушеску. В тот момент он находился вот здесь, толпы стояли вот тут вот. В общем, Чаушеску улетал на вертолете в какую-то глухую деревню, но, как оказалось, его предал и водители с вертолета, и люди, которые его ждали там. Его схватили, и позже суд приговорил его расстрелять. То есть, как бы, закончилось все довольно-таки печально, погибло тоже немало людей. Вот, теперь на этом месте вот есть такой монумент. Некоторые местные называют его картошка почему-то, потому что он выглядит как, так сказать, копье, на котором насажена картошка. Вот, отдельное спасибо я бы хотел сказать Дмитрию Горобику. Вот, это мой кауч, который, в принципе, и рассказал мне до этого обо всем, что находится в Бухаресте, самое основное, самое красивое. Вот, именно так вот выглядит Liberty Square. На нем есть вот такая вот библиотека. И что самое главное, то снова мы видим закрытые церкви. Да, именно Дмитрий Горобик, мой кауч, в принципе, рассказал мне обо всем, как я уже сказал. Вот, и теперь практически 90% информации я передаю вам от него. Так что спасибо тебе, чувак, ты очень выручил. Ну, а теперь с вами направимся на Триумфальную арку. Итак, вот мы уже подходим к Триумфальной арке. Вот, расскажу немного пока предысторию, пока не открылся полностью вид на нее. В общем, построена была она уже полностью в таком виде, как вы ее видите сейчас, после Первой мировой войны в честь победы.
Это была практически копия французской, в знак того, что у них очень были тесные взаимоотношения. Построена она была как больше копия французской, так сказать, намекнуть о том, что у них с Францией хорошие взаимоотношения. Вот, сейчас вы можете увидеть великолепный вид. Вот. Еще одна такая вот визитная карточка города. Вот, она встречается на многих магнитах, в многих рекомендациях. Вот. Первая арка была построена из дерева еще до Первой мировой войны. Через нее должны были проходить военные, вот, на парад. Но во время Первой мировой войны данная арка была очень сильно разрушена. И после ее реконструировали вот до такого состояния, как вы ее видите сейчас. Вот мы уже и в парке. Знаете, есть одна примечательность у всех румынских парков, как минимум в Бухаресте. Они все оборудованы вот такими вот часами. Тут также есть вот такие вот питьевые фонтанчики. Вот. И везде есть точки доступа Wi-Fi. На праздники, как тут и полагается, проводятся всякие мероприятия. Помните, я вам рассказывал еще, что тут очень много людей выселяли. Так вот, Румыния является одной из первых стран в Европе, в которой очень много бродячих собак. Просто, к сожалению, я не увидел прям миллионы, но тем не менее так почему-то считается. Так вот, когда вот как раз выселяли людей, очень многие имели не только скот, но и домашних питомцев, таких как собак. Ну, и так как эти, как правило, были не домашние животные, а, как правило, это были что-то типа собаки, которые живут в конуре. Вот. То есть, соответственно, их всех выгоняли на улицу. С того момента в Румынии, да и вообще в Бухаресте в целом, очень много бродячих собак. Ну, а так как память на телефоне уже начинает заканчиваться и предавать меня, на этом, наверное, наша прогулка с вами сегодня закончится. Спасибо огромное за внимание.